Вкратце, какие сегодня будут задачи? Сегодня будет все. Ну, постараюсь сделать все возможное. То есть, во-первых, сегодня будет метод координат. Во-вторых, сегодня будет метод, правило палочки. Потом мгновенный центр скоростей. Но перед мгновенным центром скоростей я скажу пару слов про угловую скорость. А вместе с этим, сегодня еще по плану, если мы еще успеем, я надеюсь, мы успеем, мы начнем кинематические связи уровня PRO. То есть это те кинесвязи, которые требуются в основном регион в Серос. Вот что-то типа такого. И также Росатом, 5-я задача. То есть, прям по жесткачу пойдем. И, конечно, там я, наверное, пару слов скажу про производную, потому что, местами она понадобится. Вот, извините, ребята, но местами она понадобится. Вот. Так что готовимся к такой жести, готовимся ботать. Будет веселье. Поймите следующее. Осталось чуть-чуть до динамики, чуть-чуть надо дотерпеть, и будет динамика. Вот, буквально немножко, но главное сейчас добить кинесвязи, чтобы было с кайфом. Вот, так что поехали. Начнем сначала с простых вещей. Вспомним кинематические связи. Вот такие задачи мы с вами уже решали на прошлом занятии, это мы разобрали. Ок. Напишите 5, если вы помните, как мы решали такие задачи на кинесвязи. И давайте тогда продолжим задачу номер 3. Найдите связь между проекциями ускорения тел на оси, заданной стрелками в системах, изображенных на рисунке. Вот. Здесь всего 6 рисунков. Мы с вами давайте решим ВЕ. То есть ВЕ мы с вами вместе сейчас зарешаем. Вот. У вас же, в свою очередь, будет там 3 задачки вроде домашки, вы сможете это с кайфом закрепить. Вот. Домашку, кстати, я уже выложил, чтобы вам было с удовольствием. Так, поехали. Тогда давайте начнем с пунктика В маленького. То есть номер 3, В маленький. Что мы с вами здесь видим? Видим, что у нас есть первый брусочек. К нему присоединена нить, которая связывает как раз-таки первый блок. Вот он, первый блок. А когда сегодня? Просто я сделал так, чтобы сегодняшний вебинар был прям вот кинесвязи, это кинесвязи, и к сегодняшнему вебинару уже выложена домашка. То есть ты можешь посмотреть к этому вебинару, там домашка прям уже выложена, ты можешь ее уже начинать решать, как захочешь. Вот. Только сразу отметь, что там домашка по кинесвязям часть 1. Будет еще часть 2. Часть 1 это типа базовые кинематические связи. Часть 2 это вот это уровень PRO, где нужно находить связи ускорений, нужно находить ускорения, короче, вот это. Вот. А на смене Ньютон PRO, прям Ньютон PRO, которая будет, но она будет уже, правда, не в июле, а я ее поставлю на осень, потому что не успеваю я в июле ее сделать, никак. Вот. И там мы тоже поговорим, наверное, я постараюсь поговорить о мгновенном центре ускорений, там вообще векторном формате для ускорений, типа, прям вообще, типа, вау. Но это там. Вот. Пока это нам не нужно. Так, теперь поехали с ниточкой, разберемся. Ниточка. Не знаю, даже ниточку мне, честно, хотелось бы изобразить другим цветом, вот таким вот. Так, здесь будет второе, наверное, тело, да? А, нет, тут написано у нас должно быть третье тело. Вот. Так, идем сюда. Вот, сделаем таким образом. Так, это второе наше тело. На осень. Да, смена Ньютон PRO, я ее перекину на осень. Не успеваю. Вот. То есть у нас с вами сейчас много занятий. Еще мне там нужно будет еще один курс вести. Нет, я чуть рано об этом заговорил, о смене Ньютон PRO. То есть когда я не говорил, я планировал, что где-то в июле будет, но я не знал, что у меня будет еще одна дополнительная вещь, с которой я не успеваю, никак. Вот. Так, поехали. Как мы с вами будем действовать? Получается, первое, второе, третье тело, и мы с вами, конечно, будем пользоваться тем, что наша нить, вот эта голубенькая, она нерастяжима. А значит, что должны сделать? Мы должны взять и расписать длину нашей нити через координаты. Вот давайте я, в свою очередь, тогда изображу некоторую ось, на которую все буду проецировать с точки зрения координат. Там, да, Глеб, там работу загрузили, да. В выложенном видео все ок, типа в плане ответа или что? Ты типа посмотрел ответ?
Так, поехали изображать ось. Сейчас самая главная задача для меня — это изобразить правильно ось X. Чтобы она была горизонтальной. Давай, 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 давай. Ну, вроде бы получилось. Конечно, змейкой вышло, но ничего страшного, сойдет. Вышло нормально так, типа, знаете, сойдет. Ну и поехали разбираться. Давайте начнем с этого, наверное, конца. Вот здесь у меня будет координата начала. Можем обозначить как x2, потому что эта координата будет связываться с также вторым телом, ну или просто с концом этой нити. И мы понимаем, что, конечно, ускорение этой точки, оно совпадает с ускорением всего тела, потому что оно здесь двигается как единое целое. Так, это отлично. Потом иду по нити, вижу, что у меня начинается область, на которой у меня длина нити не меняется. Вот давайте вот эту область, в свою очередь, здесь и зафиксируем. Для этого я должен пожмыхать свой золотой маркер. Давай, жмыхайся. И учитываем здесь, что эта часть длина нити у нас неизменна по длине. То есть мы с вами понимаем, что здесь у нас на блоке будет неизменная часть нити. Так, поехали дальше. Потом у меня закончилась эта неизменная часть. Иду. Да, только давайте еще укажем координату вот этой начала неизменной части. Можем указать ее как координату x блока. Вот, идем здесь и пошли до сюда. Получается x3. Все. И через такие координаты мы с вами сможем записать тогда связи между скоростями, там, ускорениями для второго тела, блока и третьего тела. Вот. Но здесь давайте чуть-чуть я прям подробнее поговорю. Вот. И также скажу, что у меня здесь же есть еще одна нить, правильно? И она, в свою очередь, должна быть нерастяжимой. И именно из-за нее будет возникать следствие того, что у нас скорость и ускорение этого блока будет совпадать со скоростью и ускорением этого тела. Но давайте, вот мало ли что там, у кого-то, может быть, возникли какие-либо вопросы, такие думают, а что ты там, Глеб, писал, что там, может быть, что-то у него одинаковое, там не одинаковое. На всякий пожар, давайте прям вот общим видим, вот первую задачу мы с вами чуть-чуть потерпим, я распишу максимально просто все, окей? Просто максимально все, чтобы у нас точно все встало вот в голове. Тогда будет прекрасно. Вот, тем более у нас время есть, это хорошо. Поэтому давайте здесь тогда, если записывать для этой нити, то также давайте укажу здесь координату x1. Вот. И для каждой нити мы с вами запишем все через координаты. Поехали. Давайте вот эту нить я укажу, наверное, как нить 1, нить 1, а это у нас будет нить 2. Нить 2. Вот, поехали тогда с нити 1. Начнем. Так. Нить 1. Ну, мы точно понимаем, что длина первой нити L1 у нас равна константе. И длина этой нити, она у нас как раз-таки будет выражаться через разность координат. То есть давайте мы с вами здесь выразим, что L1 у нас будет выражаться как большая координата минус меньшая, потому что я хочу найти вот это расстояние, правильно? Значит, будет x1 минус xb. Так, это будет x1 минус xb. Вот. И в свою очередь это у меня будет константа. И что я могу тогда в свою очередь здесь зафиксировать? Ну, смотрите, это у меня будет верно в произвольный момент времени. То есть в данный момент времени это у меня верно. В момент t. В момент t. Ведь у меня же координаты, они же зависят от времени. То есть спустя некоторое время у меня координаты, они как-то изменятся, они станут другими. Но что самое ключевое, что их разность у меня всегда будет равна константе. Это самое ключевое, что мы здесь имеем. Хорошо. Что у меня будет выполняться в момент времени t плюс дельта t? Но если мы посмотрим маленький или просто произвольный промежуток времени, то у нас здесь вместо x1 что станет? Только давайте я, наверное, вот так начну. То есть у меня будет L1. L1 же у меня длина все-таки не изменится. Вот. И как она, в свою очередь, тогда будет выражаться? Вот, у меня длина L1 моей нити. Она у меня в момент времени t плюс дельта, но останется такой же. Все-таки нам известно, что длина нити не меняется, поэтому я и пишу здесь константу. Но теперь это будет новая моя координата первого тела, то есть x1 плюс дельта x1. И минус новая координата моего блока, x блока плюс дельта x блока.
Верно? Верно. И вот мне будет интересно, а что же произойдет за маленький, ну или просто за промежуток времени дельта t? Тогда я должен из нижнего вычесть верхнее. Тогда получаю, что за промежуток времени дельта t я из нижнего вычитаю верхнее. И получаю, что L1 минус L1 это будет 0, правильно? Ну или давайте покажу, что это будет L1 минус L1. Будет выражаться как x1 плюс дельта x1 минус x1. И в свою очередь минус x блока плюс дельта x блока минус x блока. Минус x блока. И что мы с вами можем заметить? Что у нас вот эта часть с L1, она, конечно, сокращается. Потом x1 сокращается. И минус x блок у меня сокращается. Значит, я получаю, что у меня будет 0 выражаться каким образом? Как чисто дельта x1 и минус дельта x блока. Вот. На самом деле мы могли бы это сразу получить, смотря сюда. То есть, смотрите, я же, получается, получаю изменение вот этой функции. То есть, у меня изменение константы это 0. А изменение x1 минус изменение x1 минус xb это будет как раз изменение x1 минус изменение xb. То есть я просто взял, навешал дельты на мои вот эти функции. Вот. И теперь моя задача будет взять, поделить на промежуток времени дельта t и посмотреть, что тогда я получаю. Тогда у меня получается, что дельта x1 на дельта t минус дельта x блока на дельта t это будет 0. А здесь что важно вспомнить, что у нас было такое интересное свойство. Давайте здесь под скриптом я напишу. Мы с вами изучали, что проекция вашей скорости на ось x, она выражается как скорость изменения проекции скорости вашего перемещения на ось x. Но что очень важно понимать, что дельта sx у вас совпадает чисто с изменением координаты вдоль оси x. То есть это будет дельта x по дельта t. Ну или же, с другой стороны, это будет дельта x по дельта t при дельта t, стремящемся к нулю. Это важное свойство, которое мы с вами должны помнить, знать, любить. Не знаю, что еще тут делать. Вот, давайте вкратце покажу, почему это так. Потому что если у вас есть маленький такой векторочек дельта s вектор, вот, вы его проецируете на ось x, то у вас будет так. Вот здесь была первоначальная координата x, а здесь будет координата x плюс дельта x. И вот она так получает, что проекция вашего перемещения на ось x, ну вот это вот дельта s, это есть конечный координат минус начальный, то есть дельта x. Вот, вкратце про это напомню. Аналогично мне еще потребуется вот такое свойство, что ax это будет дельта vx по дельта t при дельта t, стремящемся к нулю. Вот давайте вот этим мы, в свою очередь, здесь и будем пользоваться. То есть теперь я скажу, что у меня дельта t будет стремиться к нулю. И тогда у меня получается дельта x1 по дельта t. Это будет что? Это, в свою очередь, будет проекция скорости моего первого тела на ось x. Вот давайте, в свою очередь, я, может быть, здесь как-нибудь покажу скорость нашего первого тела. Даже не знаю, каким бы цветом это здесь показывать. Ну, например, вот таким вот. То есть скорость моего первого тела, ну, например, v1 вектор. Скорость моего блока, ну, будет какая-нибудь v блока вектор. Вот и получаю, что здесь я получаю связь между проекциями моих скоростей первого тела и блока. И отсюда видим, что проекции у меня совпадают. То есть у меня v1x будет равен v блока x. О как! То есть получается, их проекции совпадают, и при этом нам известно, что сами по себе эти скорости параллельны оси x. А если они параллельны оси x, то это на самом деле нам отвечает, что сами векторочки у нас будут одинаковые. Почему? Потому что если мы с вами, например, знаем, что первое тело мы двигаем со скоростью v1 туда, ну, например, нам будет это известно, то тогда v1x это будет v1 чисто, а vbx у меня просто будет равняться в этом случае v1. Так как это будет положительно, значит vb будет смотреть туда же, когда ось x, и получаем, что vb будет равен v1. Вот. Это вот здесь вот интересное здесь свойство. То есть можно в скобочках написать. Следовательно, v1 равен vb. Ну или в свою очередь, давайте я это, наверное, поподробнее здесь распишу, на всякий пожарный. То есть если смотреть на наш рисунок, то у нас v1x это будет чисто v1, это будет vbx, что будет больше нуля,
Следовательно, вектор ВБ у вас смотрит туда же, когда ось Х. Вот. Ну и, следовательно, вы получаете, что ВБ будет равен 2,1. Вот. Но на самом деле все это уже можно было просто сказать из тех соображений, что у вас просто нить нерастяжима, они двигаются как единое целое. Но один раз хотя бы я должен был вам вывести это и показать, почему и правда у нас их проекции будут совпадать, ну потому что и вследствие этого у нас скорости также будут совпадать. Здесь напишите 15, если вы согласны с тем, как я в свою очередь это проделал. Вот, это важно. Это важно. Ну а поехали тогда еще тоже скажу про ускорение. То есть если мы проделаем все то же самое со скоростями, я и получу, что и ускорение у меня будет одинаковое. Вот. Этим, кстати, в ЕГЭ любят пользоваться, что если у вас есть чисто нить, то там в основном знаете, что говорят. Говорят, что ну так как нить нерастяжима, то скорость одинаковая. Ну в данном случае мы с вами это просто взяли, математически доказали. Вот. Просто, ну хотя бы раз я это должен был все-таки сделать. Вот. И, конечно, потом мы с вами просто будем подразумевать, что типа скорость одна и та же. То есть сразу, потом мы это будем считать по дефолту. Но хотя бы один раз я это обязан был сделать. Вот. Давайте продолжим наше изъяснение, то есть как я буду дальше действовать. Я же получаю, что это у меня будет верно в момент времени t. Вот. А значит, в момент времени дельта t у меня будет здесь связь между моими новыми скоростями, то есть v1x плюс дельта v1x. И в свою очередь это будет выражаться как vbx плюс дельта vbx. Почему это будет верно? А потому что мне же сказано, что это верно в каждый момент времени, то есть в любой. А значит, в момент времени t плюс дельта t у меня скорости будут одинаковые. Но вот моя новая скорость, она выражается как v1x плюс изменение. И здесь новая скорость это есть vbx плюс ее изменение. Мы получаем новую скорость в момент времени t плюс дельта t. Вычитаем и получаем, что за дельта t я получаю из нижнего, вычитаю верхнее, у меня чисто будет дельта v1x будет равняться дельта v2x. Ну, дельта bx. И на самом деле, ну это логично, потому что если вы берете изменения этих функций, то так как сами функции равны, то изменения также их будут равны. То есть вы можете просто взять здесь навесить дельта. А вот делим на дельта t. Получаем дельта v1x на дельта t. Это дельта v2x на дельта t. Дельта t устремляем к нулю. Дельта t устремляем к нулю. И в свою очередь я получаю, что a1x будет равен abx. То есть вот мы с вами здесь получаем, что так как их ускорения будут параллельны нашей оси x, то и вследствие того, что наши проекции будут одинаковы, то и сами вектора у нас в данном случае будут одинаковые. Вот. И это я здесь показал, я это вывел, я этому очень-очень рад. То есть с первой нитью мы с вами разобрались. Конечно, дальше мы с вами будем считать, что это АЧЕФ. То есть вот это АЧЕФ. Но здесь напишите мне 15, если вы поняли смысл того, как мы действуем, как мы это все делаем. Да, еще раз 15, я вижу, там уже есть 15, но давайте еще раз. Так, тогда давайте вот это чуть-чуть сотру и пойдем разбираться наконец-то со второй нитью, потому что здесь уже будет, ну, поинтереснее все будет. Вот давайте посмотрим, что мы с вами получаем. Так, поехали к нити 2. Нить 2. Но, как всегда, длина нашей второй нити, она будет, конечно, неизменной, потому что наша нить, она сама по себе нерастяжима. То есть L2 у нас равна константе. Ну и наша задача будет теперь выразить длину нашей нити через наши координаты. Поехали. L2 это будет что? L2 записываем. Получается, это первый кусочек нашей нити. То есть давайте начнем действовать отсюда, поэтому смотрим на первый кусочек нити. Больше координат минус меньше, потому что вот это расстояние между ними определяется как больше минус меньше. То есть x блока минус x2. Это будет x блока минус x2. Потом идем теперь к этой части. Но на самом деле ее через координаты не выразишь, она является чисто постоянной величиной. Потому что у вас вот здесь вот меняется длина нити, здесь меняется длина нити, а здесь, ну, типа, ничего не меняется. Вот. Но мы можем просто, ради примера, давайте вначале я укажу, что если здесь у меня будет какой-нибудь радиус r маленькая, то тогда здесь у меня будет длина πr. Правильно? Поэтому могу здесь указать плюс πr.
Так, потом иду плюс. Вот этот кусочек длины нити, это будет x блока минус x3. Потому что я смотрю за вот этим расстоянием. Больше координат, минус меньше. X блока минус x3. X блока минус x3. Ну вот и все. Вот я выразил длину нашей нити, и остается мне просто сказать, что в свою очередь это же у меня будет константа, правильно? То есть это у меня будет все константа. И здесь я так скажу. Я буду пользоваться как раз вот этим соображением, то есть я знаю, что это у меня выражено в какой-то момент времени t, то есть я имею связь между моими координатами в какой-то момент времени t. Мне известно, что вот эта связь, она будет выполняться всегда, потому что эта связь у меня равна константе. Угу. Ну а тогда мы можем на самом деле найти изменение, то есть что у нас произойдет за маленький промежуток времени дельта t. Давайте я опять-таки попробую вам еще раз продемонстрировать, как мы это будем выписывать. Только вначале я бы хотел бы здесь чуть-чуть поиграться. То есть я вижу, что у меня будет 2х блока, во-первых. 2х блока. Минус x2. Минус x3. Плюс pr. Это будет наша длина L2. И это у меня будет выполнено в какой-то момент времени t. Тогда в момент времени t плюс дельта t я получаю, что у меня координаты как-то блока поменяются, то есть станет 2х блока плюс дельта x блока. Потом минус x2 плюс дельта x2. Потом еще минус x3 плюс дельта x3. Ну и просто плюс pr, потому что pr у меня не поменялось. Это будет равняться L2. Это будет выражаться в момент времени t плюс дельта t. Если я хочу найти, что у меня произойдет за промежуток времени дельта t, то я должен буду из этого вычесть вот это. И вот давайте посмотрим, что у нас будет сокращаться, что нет. 2х блок сократится, x2 сократится, x3, pr и L2. Это все на самом деле сократится. Почему? Потому что здесь, 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 здесь все то же самое. Ну и тогда я получу связь на изменение, то есть у меня будет 2х блока, только 2 дельта x блока, минус дельта x2, минус дельта x3, и все это будет равняться нулю. И давайте здесь я уже помечу, что я реально буду все время сразу от этого переходить к этому. То есть не писать вот это лишний раз, потому что мы будем сразу записывать, что будет за маленький промежуток времени дельта t. Вот, потому что наши изменения, они будут выражаться как изменение 2х блока, это будет просто 2 на изменение x блока. Но что хотелось бы отметить, что смотрите, у меня здесь было pr, здесь было L2. Это постоянные величины. И как видите, их изменения равны нулю. То есть я их даже не учитываю. То есть они у меня здесь зануляются. Поэтому в дальнейшем я вам даже больше скажу, я когда буду выписывать вот это соотношение, я вот эту штуку не буду писать. А зачем? Она все равно у меня занулится в плане изменений. Поэтому я просто буду писать, что вот эта штука равняется константе, и на вот этот pr я буду забивать. Ну, типа, он у меня просто будет в константе. Я же могу вот это перенести в константу. И буду писать, что эта часть мне равняется константе, беру изменение, но изменение константы равняется нулю, и получаю ровно то же самое соображение. Вот. Но мы с вами на следующих задачах увидим, как я это буду записывать. Так, делим на дельта t. И давайте сразу при дельта t, стремящемся к нулю, посмотрю, что же я получу. Получается 2 дельта x блока на дельта t минус дельта x2 деленное на дельта t минус дельта x3 деленное на дельта t, это будет равняться нулю. Но и так как я рассматриваю дельта t, стремящийся к нулю, то есть я взял, поделил и устремляю к нулю. То есть что я получаю? Я получаю связь между проекциями моих скоростей, то есть 2 v блока x минус 2, нет, просто минус v2x и в свою очередь минус v3x. Это у меня будет равняться нулю. Вот такую получаю связь с точки зрения скоростей. Напишите мне v маленькое, если вы согласны, как я это получил. Ну и, конечно, я получаю эту связь для какого-то произвольного момента времени t. Но давайте здесь укажу, что, например, у меня скорость у второго тела будет какой-нибудь такой. Я не знаю, может быть, направлена в другую сторону. Я не знаю. Ну, вот так вот по предположению напишу везде. v3 вектор. Вот. Ну и теперь в чем будет
моя суть задачи сейчас заключаться в том, чтобы найти связь между ускорениями, потому что связь между скоростями я нашел, а хочется между ускорениями. Проделываю ровно то же самое. Только давайте сразу напишу, что за дельта t. За дельта t я получаю изменение этих функций, а значит это будет 2 на дельта v блока x, потом минус дельта v2x, ну и минус в очередь дельта v3x. Это будет все равняться нулю. Делим аналогично на промежуток времени дельта t. Получаю, что у меня будет 2 дельта v блока x, деленное на дельта t, минус дельта v 2x, деленное на дельта t, и минус дельта v 3x, деленное на дельта t. И моя задача сейчас просто будет взять и сказать, что дельта t устремляем к нулю. То есть тогда при дельта t, стремящемся к нулю, получаем связь между проекциями ускорений. То есть 2а блока x минус a2x и минус a1x. Все это равняется нулю. Но при этом я помню, что у меня а блока x равняется a1x. То есть я имею связь кинематическую между моим блоком и первым телом. Подставляю сюда. И получаю, что оказывается тогда у меня 2a1x. Ой, только здесь не 1, а здесь 3. Да, извиняюсь. 2a1x у меня будет выражаться как a2x плюс a3x. Вот такую красоту мы с вами получаем с точки зрения кинематических связей. Это мы с вами получили для ускорений. Также можно будет получить для скоростей. Вот. И на самом деле это и требовалось данной задачи. То есть можем написать, что это ответ. Просто найти связь ускорений между нашими телами 1, 2, 3. Жду здесь 15, если мы с вами поняли, как я пришел к этому ответу, как мы с вами полностью проанализировали всю эту модель. Конечно, отмечу, что вот такие вот огромные вычисления, то есть каждый раз все время так переписывать, долго. Поэтому можно воспользоваться таким волшебным словом, или волшебными словами, как дважды продифференцируем по времени. Просто в чем прикол? Вот такая вот операция, когда мы с вами записываем сначала в момент времени t, потом записываем в момент времени t плюс дельта t, вычитаем, и делим на промежуток времени, и промежуток времени устремляем к нулю, и мы, как видим, пришли от этого соотношения сюда, это называется дифференцирование по времени. И потом мы с вами проделываем то же самое, переходим к ускорениям. Поэтому на самом деле вы можете в задачах писать так. У вас было это, и говорите, дважды продифференцируем по времени, и получаем это. То есть вся вот эта вот колдебара, можно просто сказать, дважды продифференцируем по времени, и все. И тогда получить весь ответ. Угу. Все, прекрасно. Тогда с этой задачей мы с вами разобрались, изумительно все вспомнили, что от нас требуется. Ну а тогда пора переходить к следующей задаче. Поэтому если ты захочешь поступить в вуз без всякого там ЕГЭ, не переживав на тему там 100 баллов, 80 баллов, либо 70 там что баллов получается, а просто взять и затащить олимпиадку и за механику быть спокойным, то для тебя эта смена Ньютон будет самое то. Она и готовит людей с любого начального уровня до уровня перечня плюс. То есть до уровня того, что ты сможешь спокойно решать задачи и понимать задачи физтехолимпиады, Росатомолимпиады, некоторые, может быть, с региона и так далее. И на этой смене мы с вами будем учиться чувствовать, понимать всю физику процесса. Это самое ключевое и самое главное. Переходи по ссылочке в описании, применяй этот супер промокод JUN, который дает скидку в 10%, особенно если ты возьмешь бандл, то у тебя будет Tesla электростатика со скидкой в 50%, потом еще Фарадей магнетизм со скидкой в 70%, и оптика бесплатно. И сверху все это отшлифуешь промокодиком JUN, ой, лепота просто происходит. Поэтому ссылочка в описании, присоединяйся и давай начинать жестко ботать.